Это видео о заложниках, о людях, которые заключили сделку с дьяволом ради права просто работать, писать музыку, выходить на сцену. И главный вопрос, который я хочу задать сегодня, в том, может ли музыка, созданная в неволе, быть идеалом, или это всегда суррогат, отравленный страхом. Начнем с Сергея Прокофьева, гений, европеец, денди. Он жил в Париже, жил в Нью-Йорке. Он был королем мировых сцен. При этом в 1936 году он совершил роковую ошибку. Он вернулся в СССР. Ему обещали особые условия. Его заманивали почестями, комфортом. И он попал в ловушку. Прокофьев стал бриллиантовым заложником режима. Ему дали квартиру, машину, премии. Но взамен отобрали самое главное – творческую свободу. Его заставляли писать оды Сталину, здравицы вождю. В 1948 году его, как нашкодившего ребенка, школьника, выставили на позор, обвинив в формализме. Самый страшный финал вот этой всей драмы в том, что Прокофьев умер в один день со Сталиным. Его смерть прошла незамеченной, к его дому не могли подвести гроб, все улицы были забиты толпами, оплакивающими тирана. На его похоронах было 3 человека. Гений умер в тени своего тюремщика. Это и есть цена заложничества. Ты отдаешь жизнь системе, а она не дает тебе даже права на достойный уход. Арам Хачатурян. Темперамент, бешеная энергия, восточный колорит. Но посмотрите, что и с ним сделала система. В том же 1948 году его заставили публично каяться. Великий композитор стоял перед серыми людьми и признавал свою музыку ошибочной и вредной. Это была психологическая кастрация. Хачатурян до конца жизни так и не оправился от этого унижения. Заложник, которого заставили предать самого себя. После этой порки он стал, точнее, ему пришлось писать правильно, удобно, безопасно, талантливые суррогаты вместо шедевров. Святослав Рихтер, исполин, человек, которого боялись, боготворили. Но кто он был на самом деле? Сын расстрелянного немецкого шпиона. Человек, который всю свою жизнь жил с этой черной меткой в своей биографии. Рихтер выбрал уникальную форму заложничества – внутреннюю эмиграцию. Он почти не давал интервью, он прятался за роялем, как за крепостной стеной. Он играл на похоронах Сталина, человека, по приказу которого убили его отца. Вы только вдумайтесь вот в этот сюрреализм. Его выгуливали на Западе как символ советского величия. А он возвращался в Москву и снова уходил в себя. Это музыка абсолютного одиночества. В ней есть величие, но в ней нет радости. Это музыка человека, который знает, что он в плену. И единственный способ выжить – не издавать ни звука, только ноты. Но у каждой клетки должен быть надсмотрщик, и в советской музыке это Тихон Хренников. 43 года на посту главы Союза композиторов. Он пережил всех: Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова. Хренников – это уникальный тип заложника. Он был заложником собственной власти. Именно он зачитывал те самые расстрельные приговоры для музыки Шостаковича, для музыки Прокофьева в 1948 году. Он выбрал роль доброго следователя, знаете ли. Помогал выбивать квартиры, путевки, но взамен требовал абсолютной лояльности. Хренников – символ того, как система делает гениев, музыкантов зависимыми от кормушки. Он был заложником страха потерять свое собственное кресло, и ради этого кресла десятилетиями душил все живое, что не вписывалось в партийную линию. Именно он создал ту самую модель государственного музыканта, которую мы и наблюдаем по сей день. Дмитрий Шостакович, это классика, без которой видео было бы неполным. Человек, который месяцами спал одетым и держал чемодан у лифта.
чтобы его семью не разбудили при его аресте. Шостакович самый яркий пример двойной жизни. Он писал гимны партии, чтобы выжить, и шифровал свою боль и ненависть в своих симфониях. Заложник, который превратил свой страх в великую музыку, но при этом всю жизнь чувствовал себя сломленным. Но не думайте, что заложничество осталось в прошлом. Сегодня мы видим его в еще более извращенной форме. Денис Мацуев. Заложник золотой кормушки. Когда ты входишь во все советы, подписываешь все письма, становишься лицом системы, ты перестаешь принадлежать музыке. Ты принадлежишь бюджету. И твоя музыка пахнет казенным домом, официальным протоколом. Анна Нетребко – также яркий пример заложничества между двух стульев. Она пыталась быть мировой звездой и при этом своей для системы. В итоге катастрофа. Система не терпит полутонов. Если ты заложник, ты должен быть им до конца. Либо ты с ними, либо тебя отменяют. Ее пример показал всем остальным, что нейтральной зоны больше нет. Ты либо в автозаке с неудобными, либо ты в почетном карауле. Борис Березовский – шокирующий вообще пример. Сегодня он делает пугающие заявления о том, что нужно наплевать, отключить электричество. Что и сделали для миллиона соседей. Это пример заложника, который настолько глубоко ушел в пропаганду, что его мозг начал выдавать ее за собственную волю. Хотя он, скорее всего, всегда таким был, как вы думаете? Эти заявления стерли в нем мирового музыканта и оставили вот этого тупого, агрессивного рупора. Владимир Спиваков, легенда, человек, который всегда ассоциировался с аристократизмом, с высокой моралью. Но посмотрите, как система поглотила и его. Годами он пытался балансировать, но в итоге стал заложником выживания своего коллектива. Подписи под письмами, участие в советах, близость к власти. Тебе кажется, что ты идешь на компромисс ради своих музыкантов. Но в итоге ты становишься частью того самого механизма, который эту музыку и обесценивает. Когда виртуоз становится декорацией на государственном банкете, то это уже все, это конец. И, конечно, Валерий Гергиев – это уже не просто дирижер, это Министерство музыки в одном лице. Гергиев – это уже госфункция, он не может иметь свое мнение отличное от генеральной партии, потому что за ним стоит махина, которая требует бесконечных вливаний из бюджета. Он генерал от культуры уже, дирижирует на руинах, дирижирует на парадах, не потому что так просит его сердце, а потому что это часть контракта. Его музыка превратилась в громкое сопровождение официальных новостей. И все на этом. Знаете, что самое страшное? Академическая школа такому же и учит. Поэтому в русском академическом искусстве музыкальном ватников подавляющее большинство. Вся наша музыкальная школа – это, по сути, школа заложников. Нас учили играть Шостаковича, но не показывали, какой ужас он испытывал, когда ждал ареста у лифта. Нас учили поклоняться школе, которая была системой дрессировки гениев для нужд империи. Я давно пересмотрела все, чему меня учили, и поняла, я больше не воспринимаю наше все как абсолютный идеал, потому что настоящий идеал – это свобода, но она доступна, оказывается, и нужна вообще далеко не всем. У каждого музыканта изначально есть выбор. Ты творец или ты функция. Заложник – это ведь не только тот, кому приставили пистолет к виску. Это тот, кто сам выбрал для себя комфортную клетку, решив, что статус, бюджеты, фестивали стоят потери собственного лица. Я смотрю на нынешних мэтров этих и вижу не музыку, я уже вижу протокол.
Виртуозность превратилась в государственную услугу. Блестящий, но абсолютно мертвый муляж. Выбор в пользу золотых наручников. И страшно не то, что эти люди выбрали для себя такую судьбу. Страшно то, что они транслируют это как норму тем, кто сейчас заканчивает или учится в музыкальных заведениях. Они приучают их к тому, что быть заложником – это и есть служение культуре. Наверное, на этом все. Очень это все печально, страшно. Спасибо, что посмотрели. Оставляйте свою реакцию в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.